когда-нибудь видел, чтобы аниме убило само себя? Смотри, «Магическая битва» сейчас самое популярное аниме в мире. Оно набирает бешеные охваты, получает кучу наград и премий. Буквально вся аниме-индустрия помешана на этом произведении. Тысячи людей строили теории о том, что может произойти дальше. Вся Япония подхватывает этот хит словно вирус. Манга и аниме распространяется сама по себе из-за кучи мемов, которые давно вышли за пределы локального фандома. Общественное признание, куча денег и нарекания автора лучшим мангакой века. Только ты замечал, что все больше людей начинают ненавидеть «Магическую битву»? Все убили нахуй. Мое очко полыхает так сильно, как, наверное, не полыхало никогда. Многие друзья, которым я рекомендовал магичку, бросили ее на середине. Произведение начинает все больше лажать. Студия, адаптирующая аниме, попадает в главный скандал года, а автор «Магической битвы» Гага Акутами и вовсе скрывается от фанатов и отшучивается от любых вопросов. Ха-ха, следующий забавный вопрос. Мы наблюдаем, как аниме летит в тартарары, ломая весь сюжет, который нарабатывался последние 5 лет. Автор забивает на мангу до такой степени, что рисует на многомиллионную аудиторию накаляканные за минуту скетчи, а работников, рисующих аниме, буквально увольняют за критику своей же работы в адских условиях. Но из-за человеческой жадности, злоупотребления и эксплуатации студия была обречена на провал. И тут встает вопрос. Что на самом деле происходит с «Магической битвой»? Что происходит за кулисами производства аниме и почему автор решил сам убить свое произведение? Но сколько бы союзников рядом ни было, умираешь ты в одиночестве. Только глухой не мог хотя бы раз услышать о «Магической битве». Второй сезон, адаптированный год назад, совершил огромнейший бум во всей индустрии. Во втором сезоне были показаны самые вкусные и эпичные моменты «Магической битвы». Появление Тодзи, молодой Сатору Годжа, история зла Сугуру Гетто и огромная эпичная кровавая баня под названием «Инцидент в Сибуе». Студия Маппа довела произведение до высокого уровня с помощью анимации и красивейших боев. Накал страстей нарастает, и как будто уже нельзя оторваться от экрана. Огромная особенность «Магической битвы» заключается в том, что здесь нет по сути статичных сцен и бесконечно длинных монологов. Аниме пытается сохранить накал битвы и убирает длинные диалоги, описывающие определенные способности персонажей. Сама же студия Маппа улучшила первоисточник. Они добавили множество сцен, которых не было в аниме. Также я не могу упомянуть, что именно Маппа сделал настолько крышесносный опенинг, который уничтожает всех конкурентов своей заедающей мелодией и динамичной картинкой, отличаясь от старых привычных опенингов, которых полно в индустрии. И я хочу показать тебе один пример, который доказывает, что второй сезон «Магической битвы» — это машина для убийств. В аниме-индустрии есть очень уважаемая студия Crunchyroll. Каждый год она организовывает свою номинацию, и многие считают ее главной в году. Комитет судей выбирает лучшее аниме по разным категориям, анализируя все аспекты аниме. Также в голосовании принимают участие и пользователи, которые могут голосовать за свои любимые аниме. Если вы подумали, что фанаты какого-то тайтла могут все испортить, то не бойтесь. Победителями в каждой категории становятся номинанты, набравшие наибольшее количество голосов. Система выглядит так. 70% голосов составляет судейский комитет, и остальные 30% обычные пользователи. И представь, насколько Crunchyroll серьезно подготовились. Большой зал, огромное количество продюсеров, режиссеров и авторов манг. Организация была на высшем уровне. Студия так тщательно подготовилась к мероприятию, что даже наняла свой собственный оркестр. Всего было 23 номинации. Из них «Магическая битва» была номинирована в 12. И как думаете, где победила «Магическая битва»? В 7. Она буквально забрала 58% номинаций из тех, на которые была номинирована. Лучший дизайн персонажей, лучший режиссер, лучшее экшен-аниме, лучший второстепенный персонаж, лучший опенинг, лучший эндинг, лучший сею и, разумеется, аниме года. The award for anime of the year goes to Jujutsu Kaisen Season 2! Чувак, хочу с тобой поделиться неимоверно интересной информацией. Я делаю сейчас видос по «Магической битве». Я чисто ради фактов решил посмотреть, типа, я помню, что там есть аниме-номинации всякие. Вот есть, короче, Crunchyroll Anime Awards. Я открываю, из них 8 забрала «Магическая битва». Я не понимаю, как? Я не знаю, у меня просто мурашки по коже пошли, это вообще вау. Мне нечего сказать. Противники «Магической битвы» могли бесконечно находить причины, чтобы отрицать ее успех.
До того момента, как оно стало самым популярным аниме по мнению книги рекордов Гиннесса. В 23 году рейтинг спроса магической битвы оказался в 71 раз выше среднего уровня спроса в категории аниме. Это означает, что шоу смотрят, обсуждают и скачивают куда больше, чем обычное аниме. Компании, такие как Parrot Analytics, анализируют такие данные, включая количество просмотров, скачиваний и упоминаний в соцсетях. Все это показывает, насколько активно зрители взаимодействуют с аниме, и магическая битва здесь доминирует над всеми. Это аниме больше всего смотрели люди с возрастом от 13 до 22 лет. Их число составляет 71%. Для сравнения, другие популярные аниме, такие как One Piece или Атака Титанов, тоже имеют большую подростковую аудиторию, но показатели популярности куда ниже. Например, One Piece имеет 56% молодежной аудитории, а Атака Титанов, несмотря на былую популярность, понемногу теряет позиции. И это удивительно, что всего с 2 сезонами магическая битва успела побить рекорд, который раньше принадлежал долгое время легендарной Атаке Титанов, поскольку именно она, по мнению книги рекордов Гиннесса, являлась самым популярным аниме за все время. Написал всю историю один человек — Геге Акутами. Геге Акутами. Про его личную жизнь ничего не известно, он не появляется на больших мероприятиях, и его личность до сих пор остается большой загадкой. Даже имя и фамилия Геге Акутами фейковые, это только никнейм. За свою жизнь Акутами выпустил лишь пару работ. Камишира Соса стала дебютной работой Акутами. Также была выпущена манга номер 9, Скелет двух миров Барабаджура и Пилот магической битвы Токийская столичная магическая техническая школа. И очень важно, что кроме магической битвы все эти работы никто не знает и никогда даже не слышал о них. В этом году манга «Магическая битва» официально завершилась на 271 главе. Она выпускалась на протяжении 6 лет, начиная от неизвестной никому работы и заканчивая самой обсуждаемой работой последних лет. Именно поэтому «Магическая битва» запомнится нам как самое ужасное аниме последних лет. Ты вообще видел, как много проблем внутри аниме? Сколько, казалось бы, в такой популярной работе скрыто сюжетных дыр? Насколько сам же автор хочет закончить быстрее мангу, при этом даже студия, отвечающая за адаптацию, проваливается и заставляет умирать на работе сотрудников? Объяснение займет чуть больше времени. Знаете, я сожалею, что не смог завершить эту мангу раньше. Ты заметил, что у магической битвы толком нет главного героя? Есть Юдзи Итадори, и по сути своей он главный герой, но он отличается от всех главных героев, к которым мы привыкли. Существует множество предположений и теорий о врожденной технике Итадори. Что вы об этом думаете? Если честно, я удивлен, что зрителей так заинтересовал второстепенный персонаж. С самого начала Итадори получил мотивацию на все аниме за 2 минуты диалога со своим дедушкой, который умер в первой серии. А раскроет ли нам деда? Нет. И судя по завершению манги, этого и не произошло. Трудно определить, насколько значимым был этот человек для Итадори. Кроме этого, дед сказал классическую фразу: «Ты сильный, а значит помогай слабым». Зачем? Почему? Он не ответил. Просто сказал «помогай». Возможно, это сошло бы как маленькая история второстепенного персонажа и его мотивации, но не главного героя, который дальше вообще никак развиваться не будет. Геге Акутами как будто специально дает своему герою как можно больше травм, но при этом не дает вообще какого-либо развития. Иногда его просто выкидывают из повествования, забывая его роли. Сам по себе Итадори не несет какого-то веса в истории. Все внимание забирает себе Сукуна, Мегуми, Сатору Годжа и, честно говоря, кто угодно, но не главный герой. Тот же Мегуми развивает свои техники и действительно как-то улучшается, что толком нельзя сказать про главного героя всего произведения. Геге Акутами намеренно избегает развития Юдзи, так как банально не понимает своего же персонажа. Об этом сам автор говорил в одном из интервью. Вы определились с концовкой истории? Я определился с финальной главой, а также с итогом каждого важного момента, но не определился с содержанием между ними. Я также решил судьбу Фушигура, но не определился с концовкой Итадори. Сукуна, будучи одним из центральных антагонистов, вообще не раскрыт. Его предысторию не описали. Его мотивация всех убивать и вечно драться описана тем, что ему это просто нравится. Очень странно, что это один из сильнейших персонажей в магической битве, и при этом Геге Акутами не раскрыл, как Сукуна свою силу вообще получил. Тот же персонаж Ураума создан как картонный персонаж на стороне Сукуны, но при этом он не имеет вообще каких-либо эмоций, и предыстории тоже. Ураума с Сукуной знакомы, потому что знакомы.
фильмы. Возможно, это звучит в негативном ключе, но я хочу донести, что это невероятно грустно и плохо, что главный герой и злодей вообще никак не раскрыты. В целом, все произведение выглядит так, будто должна выйти приквел-история к магической битве. Предыстория мира магической битвы в эпоху Хэньян, где жил Наруто Сикама, Сукуна и Ураума. И возможно, это закрыло бы многие дыры, только вот это все равно будет отдельное произведение, и многие читатели не прочитают следующую часть. И в рамках одного произведения, что главный герой, что главный злодей просто картонные. Сукуна использует кучу разных техник, которые необычно интересны, но откуда они появились, остается большой загадкой. Скорее всего, спустя время ты мог не заметить, но при пересмотре аниме я заметил одну вещь. Первая серия первого сезона начинает всю историю. Знакомит с Сатору, Мегуми, Сукуной и проклятиями. Скорее всего, из первой серии ты запомнил именно это, но это все начинается буквально в последние 5 минут. Всю серию очень медленно идет абсолютно ненужный сюжет с оккультным кружком. Серия рассказывает какую-то историю и вводит персонажей, которые в конечном итоге вообще не будут нужны сюжету. Даже сам Итадори их знает всего пару дней. Я знаю их совсем недолго, но они мои друзья. Я их не брошу. Я невероятно удивлен, что с такой слабой первой серии магическая битва все равно смогла набрать такие охваты, поскольку многие могли забросить аниме на первой серии. Это ощущается, как будто ты смотришь сначала одно, а потом совершенно другое аниме. Также огромное количество людей подмечает, что магическая битва ну уж очень напоминает Hunter x Hunter и Bleach. Гиги Акутами рассказывал, что позаимствовал из Блича для своей манги только завязку сюжета. По его словам, он взял из Блича аспект по собственной воле, когда Итадори проглатывает проклятый предмет. Только схожестей на самом деле чуть больше. Одним из наиболее заметных сходств является концепция расширения территории, которая в магической битве очень сильно напоминает Банкай из Блича. В каждом аниме есть уникальные способности, которые активируются определенными словами. С одной стороны, ничего страшного, но из-за этого магическая битва становится куда менее оригинальной и становится большей копиркой Блича. Сковывающие клятвы, усиляющие технику за счет раскрытия принципа ее действия противнику, напрямую заимствованы с концепцией клятв и ограничений в Hunter x Hunter. Меня часто хвалят за эту идею, однако я всего лишь повторил ее за Тагаси. Вся концепция сковывающих клятв опирается на концепцию ограничений не клятв из Hunter x Hunter. С одной стороны, Гиги Акутами должно быть хорошо, что его произведения сравнивают с такими легендарными работами, которые были нарисованы множество лет назад. Только вот их сравнивают не по крутости, а по определенным аспектам, которые магическая битва просто копирует. Очень странно, что аниме-адаптация скопировала почти один в один определенные сцены из Блича, и это уже тяжело назвать, честно говоря, простой случайностью. Хотя, с другой стороны, Гиги Акутами поступил и правильно. Набрал самого хорошего из уже популярных работ, совместил со своим креативом и создал персонажей, которые реально нравятся людям. Кроме этого, в магической битве система разных техник и проклятий изначально кажется понятной и логичной, но по ходу сюжета на эту структуру успевают навешать новых аспектов, которые невозможно все держать в голове, а потом как будто вообще на нее плюют. Изначально все понятно, маги против проклятий. Только потом среди проклятий, которые духи, находится маг, а среди магов духи, и потом эти странности начинают набирать обороты. И в какой-то момент непонятно, кто есть кто, и как будто легче маркировать тем, что вот это хороший парень, а вот это плохой. Они такие разные. Множество техник, например, как у Хакари, вообще абсолютно непонятны, если конкретно не углубляться в них на некоторое время. Из-за этого в конечном итоге все запомнили только техники главных героев и расширение территории. Гиги Акутами очень любит убивать своих персонажей. С одной стороны, это добавляет непредсказуемость, но есть одна проблема. В большинстве случаев эти смерти ничего не значат. Гиги Акутами признавался, что множество событий в магической битве были сделаны исключительно для того, чтобы впечатлить зрителя, а не сделать полную историю персонажей. Именно поэтому любимчики фанатов либо умирают, либо остаются живыми, а персонажи, на которых плевать вообще, улетают куда подальше. У Мегуми, например, была сестра. Ее нам за все аниме никак не раскрыли, а потом просто убили. Напрашивается вопрос, а есть ли вообще в ней какой-то смысл? Из-за этого многие персонажи просто ощущаются картонными. Они как бы есть, но делать их живыми, видимо, не нужно. Когда я начинаю серию манги, у меня действительно нет темы в голове. Я начинаю с размышлений о таких вещах, как: о, эти повороты были бы интересны, эти персонажи могли бы быть крутыми, или эта сцена была бы потрясающей. Когда я придумываю историю, я думаю в общих чертах. Я уже определился с содержанием последней главы, однако я до сих пор не знаю, как эти точки соединяются.
Один вопрос до сих пор вообще никому не понятен. Еще год назад Геги Акутами планировал закончить свою мангу. Полностью. В итоге манга закончилась спустя год и все равно вышла такой, будто ее специально пытались ускорить. Концовка ускорилась до максимальной степени. После главной битвы нам ничего не раскрыли. Ничего не рассказали. И закончили непонятно на чем. Финал магической битвы скорее опустил величие всего произведения, нежели его повысил. Произошло столько событий, что даже самый преданный фанат магической битвы не смог бы их не заметить. Например, есть одна нелепица в 267 главе. В этой главе, а это на минуточку, предпоследняя глава битвы с Сукуной, из ниоткуда появляется, а скорее возрождается Набара. Читая мангу, у меня были странные мысли насчет истории. Откровенное возрождение персонажа — невероятно тупой ход. Типа, окей, этот персонаж умер 146 глав назад, его возвращение под конец манги очень нелепое. Геги Акутами буквально выкинул одного из главной троицы на половину произведения. И ладно бы ее просто возродили, но Набара нанесла один из важнейших и финальных ударов по Сукуне в целом. Странные эмоции вызывают и Юзи Итадори. До этого я уже говорил, что его развития как личности толком-то и не было. Ну, не считая 2 минут в начале истории, которые все забыли. Зато Итадори с историей становился сильнее. Ведь так? Я бы хотел так сказать, но по сути всю историю это был персонаж, который умеет сильно бить. Да и все. Зато за 20 глав до конца Итадори неожиданно овладевает обратной техникой, начинает без остановки и каких-то передышек фигачить черной молнии. Ну и чтобы история выглядела эпичней, нужно дать ему расширение территории. И это все выглядит как просто удобные сценарные бои. Улучшение Итадори ради улучшения. Он никак не старался, чтобы получить эти силы. Они буквально к нему пришли случайно. Это выглядит как попытка усилить главного героя по щелчку пальцев, что воспринимается как очень плохая работа. Из-за этого многие фанаты начали бросать мангу в самом конце. Финал манги воспринимается как скомканный и незавершенный. Складывается такое ощущение, будто кто-то специально торопил Геги Акутами, или же он сам хотел завершить эту мангу как можно быстрее, поскольку она ему надоела. И если это действительно так, то это очень плохо. Зачем браться за работу, которую в конечном итоге ты не готов доделать хорошо? Манга уже закончена, и никто не планирует вносить изменения в концовку. Ни Акутами, ни Маппа, которые очевидно не видят в этом смысла. Адаптацию можно сделать и без этого. В аниме просто тьма незакрытых вопросов, на которые не ответили. Куча арок персонажей были посланы куда подальше. Главный злодей не раскрыт. Куча персонажей погибла просто так. Кинзяку откровенно слили. Слияние с Тенгеном сюжет решил забыть. И такого просто навалом. Чтобы произведение было хорошим, нужно сделать полную и законченную историю. А то, на что сейчас похожа магическая битва, просто больно смотреть. Магическая битва как будто так и просила завершить историю на финальной битве Сатору Годжи и Сукуны, либо победой Сатору, либо ничьей, где они бы оба погибли. Тогда бы финал ощущался более эпичным и напряженным, поскольку все, что происходило после боя Сукуны и Годжи, выглядит как растягивание хронометража. А про вечное появление рандомных персонажей на пару глав, чтобы попиздиться Сукуной, а потом умереть, я вообще проигнорирую. С самого начала магическая битва привлекала внимание зрителя динамикой боев и жестким подходом к судьбе персонажей. Однако с развитием истории появляются серьезные проблемы в сюжете и характерах героев, вызывающие все больше вопросов. Например, история Сатору Годжи и Сугуру Гета прописана идеально, множество связей и внутренних отсылок, и сама мораль хороша. Все эти факторы действительно важны. Магическая битва во многих аспектах действительно хороша, но слитая концовка становится еще больнее от того, чего до этого добилась история. Сколько она забрала наград и какие пробивает потолки. Манга магической битвы закончилась в сентябре 24 года. И на следующий месяц, в октябре, когда уже не выходят главы, она продалась лучше, чем любая манга. Собрать 1 000 000 копий, когда твое произведение уже закончилось, это сильно. Почему Геги Акутами сделал именно такую историю? Почему он настолько забил на концовку? Он точно читает комментарии и понимает все проблемы магической битвы. Так почему он их вообще никак не исправил? Куда смотрел редактор, который должен подправлять автора на нужный путь? Геги Акутами точно не идиот и точно не мега-эпический тролль, который хочет ценой лучшей своей работы потроллить пердаки своих же фанатов. Как будто ответ на этот вопрос невозможно получить. Однако на самом деле ответ довольно прост.
В начале ролика я сказал одну вещь. За свою жизнь Акутами выпустил лишь пару работ. Камишира Соса стала дебютной работой Акутами. Также была выпущена манга номер 9, Скелет двух миров Барабаджура и Пилот магической битвы Токийская столичная магическая техническая школа. И очень важно, что кроме магической битвы все эти работы никто не знает и никогда даже не слышал о них. Тот факт, что никто не знает о других мангах, кроме магической битвы от авторства Геги Акутами, играет большую роль. Подытожим. Суммарно Акутами выпустил 4 работы. И вот тут открывается ответ, почему во многих моментах так плоха магическая битва. Почему концовка настолько скомкана и почему ты никогда не слышал о других работах Геги Акутами. Он на самом деле начинающий мангака. Если убрать магическую битву, то выяснится, что все 3 работы Геги Акутами это ваншоты. Ваншоты это одна маленькая история, состоящая из одной главы. Объясню еще подробнее. Манга номер 9 состоит из одной главы, в которой 44 страницы. Манга Скелет двух миров Барабаджура состоит из одной главы и тоже 44 страниц. И манга Магическая битва 0 из 4 глав, в которой суммарно 186 страниц. Это весь багаж Геги Акутами, который есть у него за спиной перед началом первой своей большой работы. Геги Акутами родился 26 февраля 1992 года. На данный момент ему 32 года, и он занялся мангой относительно недавно. Первый ваншот номер 9 вышел в 2015 году, 9 лет назад. У него нет еще большого количества работ, чтобы набить руку и пройти тот путь, который прошло много мангак, исправив свои ошибки. Магическая битва создана как первая большая работа Геги Акутами, в которой он хотел поэкспериментировать, попрактиковаться. Именно поэтому куча разных механик действительно взята из других аниме, и скрывать это попросту нет смысла. Возможно, это звучит натянуто, только вот сам Геги Акутами это признавал. Я бы хотел публиковать еще 2-3 работы и поднять свою значимость как автора манги, но добиться этого по-настоящему сложная задача. Я не думал, что мою мангу будет читать не японская аудитория. Для меня большая честь общаться с людьми со всего мира через свою мангу. Несмотря на всю историю произведений Геги Акутами и смотря на действия, которые он совершил, можно понять, что как мангака он просто зеленый. Да, ему 32 года, но все года жизни не означают, что взявшись за что-то в 50 лет, можно сразу же стать профессионалом. Этот скилл нарабатывается годы упорной работы. Миру плевать, сколько лет ты занимаешься делом, да хоть все 20 или 30. Главный результат, а не время, потраченное на него. Геги Акутами действительно неопытный мангака. Магическая битва была сделана скорее как экспериментальное поле. Геги Акутами не мог даже подумать, что такая манга с такой простой задумкой взорвет весь интернет и запомнится миллионам людей. Многие не любят Геги Акутами за то, что он строит историю из основных моментов, а потом между ними накидывает историю. Хотя так делают множество творцов. На такой структуре часто строятся сериалы и целые книги, которые зачастую становятся популярными. Изначально я воспринимал воровство фишек из других аниме как нечто плохое. Как будто твоя история и твой мир становятся менее оригинальным и крутым. Хотя на самом деле это абсолютно нормальная практика. Люди бесконечно воруют друг у друга. И даже если они это сделали не специально. Они скорее всего сделали то или иное действие из-за своей насмотренности. А насмотренность буквально строится из огромного количества наблюдений за чем-либо. Не зря существует пословица: новое — это хорошо забытое старое. Она очень хорошо описывает наши человеческие действия. Геги Акутами сделал действительно интересную историю. Было бы просто некрасиво, если бы он своровал и не признался, что многое украл. Воровство абсолютно нормально, и аниме-аудитория к этому тоже отнеслась неплохо. То, что магическая битва воровала в местах у других аниме, не отменяет того, что она стала действительно успешной работой. Это не отменяет ее достижений. Я не фанат магической битвы, но и не хейтер. Я человек со стороны, который, не пытаясь быть в одном из лагерей, говорит объективную критику. Хейтеры проигнорируют однозначные успехи магической битвы, а фанаты закроют глаза на объективные минусы. Хотя почти любая работа не идеальная. Это только твой выбор, любить эту работу или нет, поскольку мы любим именно душой и сердцем. Геги Акутами действительно зеленый мангака, которому нужно учиться и набираться опыта. Именно поэтому следующая его манга будет скорее всего не в формате сёнэна, когда в то же самое время опытные мангаки не сильно любят менять жанр. Геги Акутами хочет выйти из зоны комфорта и улучшаться, делать более хорошие работы. Именно поэтому мы скорее всего в следующий год ничего не услышим про него, поскольку Геги Акутами будет тихо и кропотливо работать над своей новой работой. Он постарается обойти те ошибки, которые совершил по тем или иным причинам в магической битве, сделав свою лучшую работу.
Магическая битва как произведение уже не улучшится. У нее все время было лишь два исхода. Либо выйти такой, какая она есть, с косяками и спешкой, либо не выйти вообще никогда. К сожалению, магическая битва остается популярной, но вряд ли станет культовым аниме. Следующий третий сезон, как и, скорее всего, заключительный фильм, соберут хорошую кассу и охваты, но нужно признавать проблемы магической битвы. Они есть, и закрывать на них глаза нет смысла. Именно поэтому культовым это произведение не станет. Но кто знает, может именно это новая цель Геги Акутами. Ой, спасибо большое, что посмотрели это довольно большое видео. Я ценю всех, кто досмотрел до этого момента, и надеюсь, что вам понравилось это видео. Оно вышло куда больше, чем я ожидал, поэтому если оно вам понравилось, то вы можете поддержать меня подпиской на Ютубе и в Телеграме. Да, я недавно его создал, и теперь провожу там больше времени. Там я делюсь подробностями процесса создания видео и читаю все комментарии, поэтому если ты хочешь войти в наше маленькое комьюнити, то ссылка ждет тебя в описании. Мне будет правда приятно, поскольку такие видео занимают огромное количество времени. В общем, ссылка на Телеграм в описании.